Всем привет! В нашем сегодняшнем видеообзоре Isuzu NPR 75 с колесной базой LL и рефрижераторным фургоном на глубокую заморозку вместимостью 15 евро палет. Давайте рассказывать, понеслась! Японский бренд Isuzu существует на российском рынке довольно давно. Есть модификации в B-категорию, в C-категорию. У нас как раз автомобиль с полной массой 7,5 тонн. Он относится к средневесным автомобилям, которые эксплуатируются обычно в городе Москве и в ближайшем Подмосковье. Колесные базы огромный, выбор различный. У нас есть большое количество подробных видеообзоров про эти автомобили, поэтому мы подробно останавливаться на этом не будем. Примерно 3 года назад точно такой же автомобиль я собрал для моего заказчика, который в этот раз тоже заказал этот автомобиль. А побудило его к этому именно тот факт, что заказы на этот автомобиль вместимостью 15 евро палет сыпятся на него практически круглые сутки. Он так и сказал, автомобиль практически не стоит, он постоянно в работе. Наш автомобиль с полной массой 7,5 тонн относится к категории автомобилей, где есть огромное количество конкурентов. И Hyundai 78 самый популярный, и Iveco Daily, и Mitsubishi Fuso, и даже Gazoo Next сюда попадает. Одна отличительная особенность этого автомобиля в том, что при покупке автомобиля в лизинг на него действует программа льготного субсидирования первоначального взноса. И неплохо, когда при стоимости автомобиля в 3 миллиона 300 тысяч рублей в качестве бонуса от государства вы получаете 330 тысяч скидку на первоначальный взнос. Это очень приятный бонус. Основные параметры, которые вам нужно знать при выборе этого автомобиля. У него 3 колесные базы. Вы можете сюда поставить фургон от 5 метров длиной до 6,6 метра. Колесная формула 4х2, классический задний привод, задняя двускатная шиновка. Тормоза у нас на этой модификации гидравлические. На модели Isuzu 90 уже идут пневматические. Топливный бак объемом 140 литров, запираемый на горловину, чтобы у вас топливо ваше не сливали. Очень интересный автомобиль с хорошими параметрами по грузоподъемности. Рекомендую на него обратить ваше пристальное внимание. Характерной особенностью модельного ряда Isuzu является прямоугольная форма кабины. Это очень удобно при маневрировании в условиях стесненного города Москвы. А также вариант открывания кабины с этой стороны. Она просто-напросто откидывается, делается это довольно легко. Заглянув под капот, а точнее под кабину, вы можете обнаружить турбированный дизельный двигатель объемом 5,2 литра мощностью 155 лошадиных сил. Он прекрасно работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Других вариантов здесь нет. Пару слов о салоне. Есть у Isuzu 2 комплектации. Самая стандартная и улучшенная. Улучшенная отличается от стандартной только наличием кондиционером и центральным замком двери. Здесь у нас есть регулируемая рулевая колонка, трехместное расположение кресел, одно водителя, 2 пассажира. Из обзора автомобиля внутри, да, самой кабины, самый важный момент, который здесь стоит отметить, это то, что Isuzu сделали как у Hino одну интересную штуку. Это относится к тем, кто любит ездить на дальние расстояния и хочет спать в этом салоне. В большинстве случаев рукоятка ручника мешала для того, чтобы здесь можно было разместить матрас. Но Isuzu молодцы, добавили кнопочку, как и Hino. Ручка здесь убирается, и вы можете спокойно при этом спать, расстелив сюда матрас. В комплектации этого автомобиля есть штатный кондиционер. В качестве приятного бонуса для нашего заказчика, с которым мы работаем уже 5 лет, мы ему этот кондиционер здесь сохранили, а также вот комплектацию с кондиционером сделали ему в качестве подарка. Из новшеств, которые есть на автомобильном бренде Isuzu 2016-2017 года выпуска, это то, что наша аккумуляторная батарея теперь находится в защитном кожухе. Поэтому вы можете быть спокойными, что ваши аккумуляторные батареи просто-напросто не стащат.
Самое интересное начинается в том месте, в котором мы установили сюда огромный изотермический кузов вместимостью 15 евро-палет. Помог нам в этом наш завод «Исток». Фургон наш высокой изотермичности. В качестве обшивки снаружи используется лакированная сталь. Обрамление фургона наружное из анодированного алюминиевого уголка. Чтобы сделать фургон вместимостью 15 евро-палет, нам потребовалось сделать длину фургона 6,25. Меньше не можем, потому что наши стенки толщиной 80 мм, и нам еще необходимо было оставить припуск на европалеты. Внутренние размеры нашего фургона 6,08, 8 см припуска. На те же 15 европалет нам пришлось ширину фургона сделать 2,600 по наружным габаритам. При толщине стенок боковых 60 мм внутри у нас остается 2,46, 6 см припуска для палет по ширине фургона. Ну и завершающий штрих — это высота нашего фургона 2,35 по наружным габаритам. Это стандарт для автомобилей марки Isuzu, поэтому с высотой мы ничего не стали делать. Если взять и перемножить все наши величины, то мы получаем 38 кубов по наружным габаритам. Наш внутренний объем чистого полезного пространства порядка 32 кубов. Имейте это в виду. Задняя рамка фургона и фурнитура дверей выполнены из оцинкованной стали. По просьбе нашего клиента, Кирюх, привет, мы так же, как и на первом автомобиле, установили штанговую фурнитуру, которая имеет возможность запирания. Вот здесь располагается специальный замок, вы его повернули, и ваша дверь заблокирована. Вот таким образом. Доступ внутрь фургона крайне прост. Несмотря на толщину стен в этом месте почти 100 мм, дверь открывается очень легко, благодаря тому, что на второй двери выполнен специальный скос под углом, и открывание достаточно легкое. Для доступа к фургону используется специальная лестница. Смотрите, такая есть только у Майкла Джексона и больше ни у кого. Специальный поручень и перелет. Один плафон светодиодного освещения с кнопочкой его выключения. В качестве внутренней обшивки используется аналогично лакированная сталь. На полу у нас сетчатая фанера. По вашей просьбе мы можем это дело все поменять на пластик, на рифленый алюминий, либо что-то еще сделать, какие-то боковые двери, все, что вы попросите. Здесь в данном случае отбортовка используется из оцинкованного уголка высотой 250 мм, но где-то через неделю после того, как клиент поставит автомобиль на учет, он приедет к нам, чтобы мы ему установили сюда дополнительную отбортовку из рифленого алюминия. Потому что у нас на складах и везде в местах погрузки работают кто? Рука жопы. Вот, все правильно. Поэтому он просит защитить фургон от повреждения с помощью усиленного листа рифленого алюминия. Вот примерно так. Для поддержания температурного режима в интервале от плюс 12 до минус 20 градусов, естественно, по согласованию с клиентом, мы сюда установили огромный корейский холодильный агрегат. Марка Yunjin Thermo. Поставляется в России нашим партнером. В модельном ряду Yunjin в серии приводных холодильных агрегатов это самый мощный холодильный агрегат. Его мощности хватает, чтобы прокачать кубатуру в 40-42 куба на температуру минус 18. У нас 32 куба. Тот самый необходимый запас по мощности для любого холодильного агрегата, который я каждый раз рекомендую делать при сборке автомобиля рефрижератора. Внутри нашего испарителя установлено аж 4 турбины высокой производительности с огромным, колоссальным воздухообменом на данной модели холодильного агрегата. Ну что, друзья мои, товарищи, самое время подводить финалочку нашего такого коротенького, быстренького, может быть скомканного видеообзора. Isuzu NPR 75 колесная база LL позволяет сюда установить фургон, который обычно предполагается там на 12 европалет, но мы по желанию нашего заказчика сюда установили 15-палетный изотермический фургон с холодильной установкой на любую температуру в интервале от плюс 12 до минус 18.
Гарантия на автомобиль 2 года, либо 200 тысяч километров пробега. Межсервисный интервал 20 тысяч километров. Огромная дилерская сеть, огромное количество младших братьев по грузоподъемности, старших братьев по грузоподъемности. На ваш выбор. Машина попадает под субсидирование лизинга. Стоимость этого автомобиля 3 миллиона 350 тысяч рублей. Под ключ с холодильником, с фургоном, там, со всеми делами, с кондиционером. Маленький приятный нюанс. Вот. Нормальный, хороший, интересный автомобиль, который востребован сейчас на рынке. Я очень вам рекомендую обратить внимание на него. Клиенту настолько не терпится уже забрать этот автомобиль и поехать зарабатывать на нем денег. Но он пошел подписывать документы в офис. А вот водители его, как дети малые, вот там уже там бардачки открыли, ручки покрутили, зеркала протерли, туманки повключали. Уже там, я не знаю, сейчас там только дай там газ в пол, идешь на работу перевозить 15 палет груза за один рейс. Колдуем, собираем, изобретаем. С вами был я, Кирилл Сухин. Какие-то вопросы есть, вы всегда можете позвонить и пообщаться со мной, либо с кем-то из моих менеджеров. До новых встреч. С вами был Кирилл Сухин. Пока. Да не, заводи.